Для этого вкусного блюда я беру одну луковицу. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами. В форму для запекания добавляю 1-2 ложки растительного масла. У меня масло оливковое, но можно взять любое по вашему вкусу. Порезанный лук высыпаю на дно формы и распределяю равномерно. Затем возьму 2 крупных картошки весом полкилограмма. Картофель нарезаю тонкими кольцами. Это важно, чтобы он пропекся равномерно. Вот так. Порезанный картофель выкладываю слоями поверх лука. Выложила половину картофеля. Теперь немного посолим его по вкусу. И также добавим щепотку черного молотого перца. Затем я беру одно куриное филе, половина грудки. Весит это филе 400 граммов. Нежную курочку нарезаю на небольшие порционные кусочки. Посолим и поперчим курочку прямо на разделочной доске. Чтобы лучше распределить соль и перец. Порезанное мясо выкладываем вторым слоем поверх картошки. И опять-таки распределяем равномерно. Оставшуюся половину картошки выкладываем верхним слоем. И опять немного соли и немного черного перца. Дальше приготовим вкусную и простую заливку. Для нее беру 2 яйца. К ним добавляю 150 мл сливок минимальной жирности. Сливки у меня комнатной температуры, не холодные. Щепотка соли. Чайная ложка сухого укропа. А также пол чайной ложки сухого чеснока. Все хорошо перемешаем до однородности. Конечно же, вы можете добавить в эту заливку приправы по своему вкусу. Но я рекомендую вам добавлять их минимально, чтобы не потерялся нежный сливочный вкус. Все ингредиенты в форме для запекания заливаем этой заливкой. Форму накрываем сверху фольгой. И отправляем в духовку выпекаться при 200 градусах Цельсия или 392 градусах Фаренгейта. Через полчаса вынимаю наше ароматное блюдо из духовки. Пахнет оно, очень аппетитно, но это еще не все. Я потру сюда кусочек сыра. Сыра беру 80 граммов, но сыром вы это блюдо точно не испортите. Можно смело брать сыра больше по вашему желанию. Также я возьму 1 помидор, порежу его на тонкие кружочки. Кружочки помидора выкладываю сверху на сыр. И опять ненадолго отправляю в духовку. Через 15-20 минут все готово. Блюдо получается красивое, очень сытное, очень вкусное и ароматное. На аппетитный запах обеда в кухню сбегутся все домашние. Попробуйте приготовить такую вкуснятину хотя бы раз, и я думаю, вам захочется ее готовить постоянно. А также я вам рекомендую сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под видео. Напишите в комментариях, был ли интересен вам такой рецепт. А я желаю вам крепкого здоровья, радости, мирного неба и, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.